Здравствуй, мой дорогой зритель! Сегодня мы поговорим о такой веселой штуке, как последствия бана на аккаунте, даже если у вас его сняли. Затронем немножечко скрытых файлов и будущих обновлений. И напоследок посмотрим на статистику поведения разработчиков в декабрь и январь за все время существования CSGO, которая уже превратилась в CS2, что поможет вам сделать свои выводы и, возможно, предсказать, когда нам стоит ожидать новенький контент в игре. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали! В Steam началась зимняя распродажа со скидками вплоть до 75%. И если вы не знаете, как приобрести желаемую новинку и закупиться на год вперед, то добро пожаловать на Купи-код. Здесь можно как и пополнить баланс самой низкой комиссии на рынке, так и приобрести игры напрямую с сайта, включая запрещенные в РФ, получив их гифтом на свой аккаунт, тем более, что Купи-код повторяет распродажу в Steam. Сайт не требует ввода каких-либо паролей и является безопасной площадкой. К тому же, если используешь мой промокод, комиссия снизится на 2%, а при покупке игр аж на 10%. И в честь Нового года Купи-код проводит крупнейший конкурс, где можно выиграть игровой монитор и даже Steam Deck. Так что не теряй времени и бегом по ссылке в описании. Ну что же, друзья, сегодня мы затронем очень щепетильную тему, которая касается вак-банов и игровых блокировок, которые вак-система могла выдать по ошибке. И за все время существования CSGO, а ныне CS2, такое происходило и не раз. Конечно же, в такие моменты разработчики стараются быстро разобраться с проблемой и снять злополучную блокировку у невинных игроков. Но, как оказалось, последствия блокировки в итоге никуда не деваются, а некоторых игроков и вовсе оставляют в бане. Скажи мне такое в 2022 году, я бы ответил, это лютый бред, так как с 2014 года по 2022 мой аккаунт ни разу не улетал в ошибочный бан. Более того, я очень гордился тем, что репутация моего аккаунта в игре была настолько высокая, что где-то примерно с 2019 года я читеров в игре больше не встречал. Вот настолько прокачанный фактор доверия я имел. Поэтому невольно придерживался некоторых стереотипов, наподобие если получил бан, то точно есть за что. Может, давным-давно запускал какой-нибудь чит, но не использовал его. Или же баловался со скин-ченджером, а потом перестал. Или вообще за аккаунт сел брат, сестра и что-то там натворили. Но, если вы следили за моим телеграм-каналом, то знаете, что 5 декабря я получил на свой аккаунт первую игровую блокировку, которую, понятное дело, мне быстренько сняли. И вы знаете, меня это не особо-то волновало на тот момент. Я железно знал, что ни в чем не виноват. И свято верил, что ее мне снимут. Ну а с самой же ситуации можно только поржать. Ну накосячили они, с кем не бывает. Я даже уведомления о бане на память сохранил. Но впоследствии я начал встречать интересные приколы. После снятия бана мой фактор доверия пошел по женскому половому органу. Короче, статус мой теперь красный, господа. И о да, наверняка в пабликах, да и у некоторых блогеров вы видели новости, что в CS2 очень много читеров. Да что там говорить, даже в катках у стримеров вы могли их увидеть. Я же в свою очередь до 5 декабря не видел ни одного. Поэтому тема читеров в CS2 меня вообще никак не волновала. Но теперь почти в каждой катке я встречаю какого-нибудь ушлепка по рейджу. Помимо этого, теперь на торговой площадке у меня появилось удержание баланса. Да, я, конечно, слышал об этом нововведении про удержание, но, видимо, в силу репутации аккаунта у меня ее ни разу не было. Зато теперь есть. Короче, как вы поняли, даже после снятия бана можно ощутить нехреновые последствия на аккаунте. Но в моем же случае прям кардинальные, так как до этого у меня был фетиш на максимальную репутацию аккаунта. Что ж, теперь давайте поговорим немножечко о скрытых файлах. На самом деле с релиза CS2 разработчики максимально стараются скрывать свои махинации в игре и пытаются пресечь какие-либо утечки. Да, мы какие-то маленькие строчки все же получаем. Как-никак человеческий фактор что-то допропускает. Но это реально мелочи. Все самые жирные утечки были в бета-тесте. Да, кое-что из бета-теста еще не раскрывалось. Но такие вещи, как готовящиеся карты и файлы для них, лежат в игре еще с тестовой версии. И о них говорилось чуть ли не в начале
лета. Так что если увидите какие-либо новости, это лишь повторение информации, которую обнародовали больше 6 месяцев назад. Единственная яркая и последняя утечка в игре касается новенького кейса, так как разработчики добавили конфигурацию для нового ножа Kukri, который по идее и должен появиться в будущем кейсе. Ну и напоследок немножко статистики, которая может послужить неплохой пищей для размышления и аналитики. Я собрал все даты последних обновлений с 2013 по 2022 год, как и все даты первых обновлений в году за этот промежуток времени. Исходя из них, мы можем понять, что разработчики каждый год стараются выпустить последнее свое обновление для игры 14 декабря. И лишь в некоторых случаях случаются форс-мажоры и выпускаются какие-либо фиксы. Например, в 2017 году последнее обновление вышло аж 29 декабря, и это был год активного переноса панорамы UI в CSGO. Однако первое же обновление в году за все это время по большей части выпускалось в первой половине января, не считая 2023 и 2022 года, так как разработчики активно занимались переносом игры на новый движок. И, к сожалению, по статистике, любой визуальный контент для игры начинали завозить лишь в феврале. Но так как у нас по идее новая эра CS2, все может быть немного иначе. В любом случае теперь вы можете сделать свои какие-либо выводы. А на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!